Ariel and Reshka. Wow, English, perfect. What do you think about the weather, Anastasia? Yes! Ну, слава богу. Я ж думал, Настюху подменили. Так прям стелет красиво на английском. Что ты начинаешь? Мы в Соединенных Штатах Америки, и это город Сиэтл! Только, правда, здесь как-то очень пасмурно и холодно. Так это Сиэтл. Здесь еще дожди идут. Это нормально для этого города? О, нет, мне дожди не нужны. Я лучше в богатой машинке покатаюсь, так что давай подбрасывать монетки. Ariel. Решка. Hello, Seattle. Разорался-то. 1, 2, 3. И, Антон, я не могу позволить себе ходить в такую погоду по улице. Малыш, держи. Это твое лукошко бедности, а здесь вот есть специальный девайс. Он мне не понадобится, потому что я все равно буду на машине. А ты вот возьми. Все, не мокни. Вот the weather like today. So cold! Думал, я английского не знаю, простофиля. Мы вернулись в самый удивительный город США. Ну, здравствуй, Сиэтл! Одни говорят, что Сиэтл — город сумасшедших. Другие считают его пристанищем миллиардеров. А кто-то верит, что здесь живет сказка. Мох ты мой. Как можно было так долго тянуть с перезагрузкой Сиэтла? В последнее время у нас в программе было много странных навороченных тачек. Но вот в Сиэтле хочется, чтобы дорого и богато. Ребята, вот это я понимаю. Представительская тачка для представительного ведущего. Сори, у меня шнурок развязался. Сейчас, быстро. Окей, let's go. Rolls-Royce Ghost. По-нашему, призрак. Машина ультралюкс класса. Цена на нее стартует от $250 тысяч США. Свинцовый блеск как раз под цвет неба в Сиэтле. Массажные кресла, Wi-Fi. А для дождливого Сиэтла даже зонт предусмотрен. На самом деле Rolls-Royce Ghost — это такой спортивный автомобиль, который заключен в тело британского вельможи. Он дико быстрый, но при всем при этом он супер комфортабельный. Сиэтл уже в аэропорту встречает странностями. Чудаковатые пассажиры. Вместо обычных стульев — кресла-качалки. Хочется уже поскорее познакомиться с этим городом. Как и раньше, самый лучший способ добраться до города – это метро. Смотрите, еще одна странность. По аэропорту ездят вот такие электромобили. Они подвозят прямо к метро туристов с тяжелыми чемоданами и тех, кто заблудился. Thank you so much. Ой, дружелюбный город, однозначно. Самое интересное, что билеты на входе никто не проверяет. Нет сканеров или турникетов. Видите? Не было ни турникетов, ни контролеров. Но это не дает вам права быть зайцами. Оставайтесь хорошими зайчиками, не совершайте глупостей. Штраф за проезд без билета $124. Вот сейчас человек обалдел, искренне. Я не ожидала, что уже выезжая с аэропорта, тебя встречает такое количество зелени. Обалдеть, как будто мы в лес заехали. И правда, в Сиэтле кажется, что ты едешь сквозь лес, в котором проросли домики.
Когда выходишь из вагона, поражает третья странность. Подождите, это что, автобус в метро? Ах да, Регина же рассказывала. В Сиэтле, чтобы разгрузить дороги, часть общественного транспорта спрятали в специальных тоннелях под землей. Кстати, в них мирно уживаются и троллейбусы, и поезда метро, и автобусы. Что же поедет дальше? Может быть, Птушкин здесь прокатится? Сиэтл — это 50 оттенков серого. Серая вода в заливе, серое небо нависает над городом, серые бетонные небоскребы. Но не спешите записывать Сиэтл в список угрюмых городов. Скорее, Сиэтл похож на черно-белую фотографию, которая передает настроение города и не отвлекает пестрыми красками. Вместо ярких красок тут яркие персонажи. Вот человек-гусеница, а вот элегантные дамочки из прошлого. Жители Сиэтла ненавидят стереотипы. Здесь не отличишь хипстера от бездомного. Тут не поймешь, сколько человеку лет. 20 или 50. И неясно, тебе навстречу идут успешные айтишники или бедные студенты. Ну, здравствуй, Сиэтл! Excuse me, sir. Do you know where is the monorail? Monorail. А! О! О, я тупица, вот и монорельсы. Спасибо. О, да, Настя. Чтобы туристы могли быстро познакомиться с городом, тут проложили монорельс. Говорят, он проходит по всем значимым местам Сиэтла. Ну, везите! Вау! Так необычно выглядит, такой огромный, просторный. Крутяк. И окна, знаете, как будто специально сделали такими огромными, видовыми, чтобы можно было насладиться городом, пока ты едешь. Выглядит как космический поезд из будущего. А на самом деле это старичок. Ему уже 55 лет. Итак, сейчас передо мной откроются самые нарядные, самые красивые виды города. Приехали? Это все? Это что было? Перемотайте, пожалуйста. Короче, ребята, не зевайте. Оказывается, монорельс едет всего 2 минуты. За это время можно увидеть парочку смазанных небоскребов и вдалеке заприметить знаменитую башню Сиэтла – космическая игла. Это было мало. Знаете, вот мы привыкли к тому, что музей — это что-то связанное с наукой, с природой, там, с чучелами животных. Но здесь, в Сиэтле, есть музей, который посвящен попсе. И это не песни группы Viagra или Валерия Меладзе. Это музей, посвященный популярной культуре. Уже по внешнему виду музея понимаешь, что там внутри не может быть скучно. В этом музее кит не предусмотрен.
Но если ты очень богат, его быстренько предусмотрят за $500. Hi, nice to meet you. Very nice to meet you. I'm Carol. Это Кэрол, мой экскурсовод. But you look like not... Вы не похожи на обычного гида. It's not. Ну так это необычный музей. Ah, that's cool. Поп-культура — это культура не для эстетов и академиков. Это все, что хавает people во всем мире. Это популярная музыка, кино, комиксы. Ну, в общем, вы поняли. И вот сразу первый экспонат. Это же настоящий торнадо из гитар. Посмотрите, просто до потолка. Эту гигантскую коллекцию инструментов посвятили самому популярному жанру музыки — року. Я думаю, что фанат группы Ария расплакался бы прямо здесь. В этом торнадо перемешались 700 музыкальных инструментов, 500 гитар, десятки барабанов и синтезаторов. Часть инструментов подключили к компьютеру. Послушайте, они живые. Посмотрите, здесь медиатор гитарный, он подключен к какому-то механизму, и он автоматически перебирает по струнам. Ну, попробуем. Ребят, это, конечно, не металлика, но зная, что это все управляется какими-то специальными блоками, это очень круто. В поп-музее можно не только послушать, но и поиграть. Это барабанный стол. Барабанный стол, и мы можем поиграть? Конечно. Смотри, сколько здесь видов. Просто вот так вот сидя, просто делать все. Я уже... Ребята, только в этом музее можно попрактиковаться на настоящих музыкальных инструментах, причем в специальной профессиональной звукозаписывающей студии. Здесь все реально выглядит как в настоящем каком-нибудь Abbey Road Studio, например. Smoke on the water, baby. Здесь можно часами ходить, петь, играть на разных инструментах и все трогать. Ну, или почти все. Никто не крал здесь ничего, просто это air guitar, то есть гитара из воздуха. Значит, смотрите, самая главная фраза. Please do not touch. Пожалуйста, не трогайте. То есть это это экспонат. Дело в том, что здесь в Америке очень популярны соревнования на воздушных гитарах. То есть есть люди, берут воображаемые гитары и реально рубают с хайером, со всеми этими делами, разбивают их. Типа это дорогие гитары, тем не менее их разбивают. Это очень смешно. И, значит, эта гитара, она принадлежит, вот эта воздушная гитара, вы сейчас видите ее, правильно? Она принадлежит чемпиону значит, соревнования этих воздушных гитаристов 2016 года, понимаете? У меня просто руки чешутся что-нибудь на нем сыграть, но его нельзя трогать, к сожалению, потому что это, экспонат. Следующий раздел поп-культуры — кино. So, what is the... Куда дальше? This is Это зал научной фантастики. science fiction. Здесь собраны артефакты после путешествия по всей галактике. Space and time collecting artifacts. Этот зал посвящен самым популярным фильмам. Тут просто глаза разбегаются. Вот, например, оружие из самых популярных фильмов. Послушайте, вы сейчас можете со мной угадывать вместе. Пойдемте. 100%. Ребята, откуда это? Ну вы знаете. Это же «Люди в черном», вспомните. Это фильм «Чужие». Emergency. All Это «Робокоп». This guy is really good. He's not a guy, he's a machine. Еще тут есть разные штуковины из фильмов, о которых все мечтали в детстве. Ghostbusters. Охотники за привидениями. Помните, этот ранец и эта ловушка, которую они цепляли привидений? The flowers are still standing. Okay, on my go single. Go! Okay, hold him up there. He's gonna move. Hold him up. Go! Это же не тот, который в фильме использовали. Это копия. Настоящая. Эту ловушку использовали в фильме. Я хочу сфотографироваться с этим. Саша, сделай мне фотку просто с этим ранцем. А это, конечно же, Терминатор.
будто это настоящая куртка Арнольда Шварценеггера из кинофильма «Терминатор». Знаете, как почувствовать себя старым? Просто понять, что фильм «Терминатор. Первая часть» вышел в год твоего рождения. Ему 34 года. 34, друзья. А здесь парочка костюмов из «Пятого элемента». Мы все помним с вами Милу Йовович, которая была одета в офигенный, сексуальный, красивый костюм. Вы помните, как он выглядел в фильме? Я просто не могу поверить, что этот кусок пластика, эта маечка, это то, что было на ней. Еще сложнее поверить в то, что его придумал знаменитый французский дизайнер Жан-Поль Готье. Поп-музей советую всем. В этом музее можно невозможное – стать звездой и даже побывать по ту сторону экрана. Для знакомства с городом сиэтлчане, сиэтловцы. Короче, жители Сиэтла придумали еще одну штуку. Уткамобиль. Это экскурсионный автобус, который сначала едет по земле, а потом катает по воде. Выглядит прикольно, но стоит аж $40. У меня столько свободных денег нет. Ну ничего, я что-нибудь придумаю. Халявщики, записываем за мной. Нужно пройти на паромную пристань Колман-Док и сесть на паром номер 305 и потратить в 4 раза меньше. Один билет на Бейнбридж и обратно, пожалуйста. И вообще поехать на пароме было лучшим из моих решений. Никаких тебе туристов, толкучки. Едешь себе, плывешь, смотришь на всю эту красоту. С дорогого утка-автобуса ты не увидишь такой панорамы. На пароме чувствуешь себя комфортно, как на круизном лайнере. Здесь есть свой торговый центр, кафешки и фудкорты, зоны отдыха с диванчиками. Еще и сэкономила $30. Из-за постоянного дождя в Сиэтле еда растет прямо под ногами. Для бюджетного туриста это отличная новость. Друзья, поймите, я никого не призываю есть грибы, первые попавшиеся. Но эти на вид похожи как... Друзья. Друзья, я никого не призываю есть первые попавшиеся грибы. Я уже поела. Шутка. Я никого не призываю есть грибы первые попавшиеся. Друзья, не ешьте. Друзья, я никого. Все. Ни в коем случае не повторяйте то, что я сейчас сделаю, потому что есть дикорастущие грибы опасно. Но эти выглядят как шампиньоны. Если вы бюджетный турист, то вам точно в Сиэтле будет хорошо. Так, грязненько убираем. Абсолютно нормальный, вкусный гриб. Вы пойдете со мной. Вот так. Чудесно. Я, конечно, мог взять какой-нибудь хороший, дорогой отель в черте города,
Ну, я уже наизусть знаю все эти 50 оттенков бетона. Вот в Сиэтле все-таки хочется быть поближе к природе. Я приехал селиться в загородную резиденцию Селиш Лодж. Ой, как тепло, как здорово. Люди возле камина сидят, греются. Такое очень приятное лобби, знаете. Чувствуешь себя сразу таким старомодным человеком прошлого столетия. Хочется так Синатру на винильчике послушать, у каминчика посидеть. Класс. Сиэтл. Hello. Мамочка моя родная, так тут же ого-го-го! Смотрите, коричневая кожа, темное дерево, такой прикольный столик, который тоже сделан из спиленного дерева. И вот правда, чувство, что ты находишься не в гостинице, а в загородном доме. Все очень круто, но главное находится здесь, за этой дверью. Красота! Где еще вы видели отель, который стоит прямо на водопаде? Водопад Сноквалми обрушивается вниз с высоты 82 метра. Ниагарский и тот на 30 метров ниже. Представляете? Но это еще не все. Этот водопад снимали для заставки в сериале Twin Peaks. Они тут строили регулятор громкости водопада. Смотрите, тихо, чуть громче, громко, чуть убрали и опять громко. Водопад нужен отелю не только для красоты, но и для пользы. Он работает у них добытчиком электроэнергии для всей гостиницы. Для бюджетного туриста Сиэтл очень невыгодный город. За койку в хостеле придется отдать минимум $35. Но тебе не нужно париться с хостелами, если ты зарегистрирован на сайте каучсерферов. Но помните, это местные жители, которые могут пустить к себе бесплатно переночевать. Что круто, среди них очень много земляков. Так что я не пропаду. Привет. Привет, Настя. Леша. Очень приятно. Спасибо. Проходите. Не замерзла? Конечно, замерзла. У вас тут как бы не солнечная атмосфера абсолютно. Прохладненько сегодня. Да. Ну, закрывай дверь, что ты Закрываем, морозишь. пойдем. Каучсерфинг изначально задумывался не только как бесплатная ночлежка. Его главная цель – сближать людей и культуры и узнавать интересную информацию о городе из первых уст. Сиэтл такой антиамериканский город, потому что сюда приезжают все люди, которые чувствуют, что они не вписываются в мейнстрим американской культуры. И это такая мекка для всех, кто с чем-то не согласен или хочет проявлять себя так, как люди на улицах не проявляют. Тут очень популярно выглядеть ужасно. Чем фрикованнее, чем необычнее ты выглядишь, тем люди это больше принимают и больше любят. Леша рассказал о Сиэтле такое, что у нас в голове просто не уложится. В Сиэтле больше всего уважают свободу выбора человека. До такой степени, что бомжам-вегетарианцам собирают чисто вегетарианскую еду. Да-да, вам не послышалось. В Сиэтле есть бездомные вегетарианцы. Только в Сиэтле люди добились, чтобы с реки убрали гидроэлектростанцию, потому что она, видите ли, мешала плавать по реке лососю. Вот сейчас те здания, где строится Амазон, гигантские сейчас такие плакаты висят, что это здание, оно безопасно для лосося. Потому что мы создаем такую инфраструктуру под зданием, чтобы ничто, никакие отходы не попадали
воду, и чтобы правда чувствовал себя комфортно. А на днях я прочитал, что у нас вот в Puget Sound, это залив, на котором Сиэтл расположен, живут касатки. Прикольно. Их там приблизительно 12 штук. Их всех знают. У них есть имена. Они тут местные любимцы. Как только касатка заплывает черту города, все фотографируют. И вот губернатор штата принял решение ограничить судохождение, чтобы касаткам комфортнее жилось. Потому что суда издают звук для них, и им пугают. А вот отношение местных к сортировке мусора – это вообще за гранью нашего понимания. Тут 3 группы вещей. Это recycle, то, что можно переработать, компост, то, что само разложится, и waste, то, что в наших странах. Поэтому тут до смешного, что в чайном пакетике есть железная скобочка, а есть сам пакетик. Вот пакетик в компост, скобочку в recycle. Реально? Да. То есть не забиваешь, там типа не ленишься, реально каждый раз раскладываешь и... Ну, это какое прекрасное ощущение, когда ты спас окружающую среду после своего чаепития. Вывод из всего этого только один. Здесь живут люди, которые уже мыслят так, как будут мыслить наши внуки. Приезжая в Сиэтл, кажется, что здесь живут одни лоботрясы и хипстеры. Но оказывается, Сиэтл — это город миллионеров. Даже не так. Миллиардеров. Отсюда родом самые крутые компании: Microsoft, Starbucks, Boeing и Amazon. Все их владельцы живут здесь, в Сиэтле, в одном районе. Интересно же посмотреть, как они обустроились. Из машины увидишь разве что заборы. Чтобы следить за миллиардерами, нужно прикинуться хотя бы миллионером. В этом мне поможет яхта Kingship за $300 тысяч. О, вау! Это отличная лодка. Привет, я Антон. Капитан Гарри, Nice to meet you. добро пожаловать на борт. Welcome on board! Oh. Миллиардеры облюбовали себе берега озера Вашингтон. Скажите, а много домов миллионеров в окрестностях Сиэтла? Да, А кто это? Билл Гейтс, Пол Аллен, Джефф Безос, Рассел Вилсон. А, футболист. футбол-тим. Первым на пути нам встретился дом Чарльза Симони, разработчика корпорации Microsoft. У него в заначке $2,7 миллиарда. Сразу видно, что дом сделан в стиле заставки Windows. Кстати, Симони — известный космический турист. Он не пожалел отдать аж $60 миллионов за 2 полета в космос. А вот это дом основателя, президента и также самой большой сети кофеин в мире Starbucks, Говарда Шульца. На личных счетах Говарда $2,8 миллиарда. А дом выглядит как обычный особняк где-то у нас в Межигорье. На секундочку, оборот его компании в год составляет около $10 миллиардов. Ну, домик, честно говоря, как и другие, он себе отстроил какой-то слишком скромный, мне кажется. 2 этажа, небольшой садок, ну, флаг нацепил, молодец. Ну, где креатив, где фантазия? Ну что, ну нельзя было там какие-то фигуры, хотя бы памятник поставить какой-то маленький, ну себе, конечно же. Ну. А это дом самого Билла Гейтса, основателя корпорации Microsoft. У него под матрасом спрятан $91 миллиард. Дом построен в стиле тихоокеанской хижины. Итак, друзья, вот именно так выглядит дом некогда самого богатого человека нашей планеты. Сразу можно сказать, что Билл Гейтс, конечно, в вопросах обустройства своего жилища просто профан. Ему еще учиться у наших политиков, друзья. Ну, посмотрите,
Ну, хоть один страус бегает по территории, скажите. Как минимум, эти 16 соток, это смешно просто. Тут даже гектара нету, понимаете? Но это только на первый взгляд дом Билла Гейтса не фонтан роскоши. Он оснащен системой «Умный дом», которая может сама набрать тебе горячую ванну, пока едешь из офиса домой. А где-то вон там, за деревьями, спрятался небольшой гараж на 33 статусных автомобиля. Вот сам факт того, что мы здесь снимаем, и снимаем беспрекословно, беспрепятственно, говорит о том, что мы находимся в Америке. Потому что если это было в нашей стране, то уже здесь был бы Билл Гейтс в трусах и с вилами и кричал бы нам с берега: «Сволочи, вы уже 13-й у меня сегодня, уходите вон!» Ну и, наконец, дом самого богатого человека в мире, обладателя 130 миллиардов долларов, основателя компании Amazon Джеффа Безоса. Такой уютный домик в деревне. До 37 лет он продавал книжки в интернете, а потом раскрутил самый крупный интернет-магазин в мире и за несколько лет стал миллиардером. Очевидно, что все вот эти вот сиэтловские миллионеры, они очень неопытные, потому что строить свой личный крутой дом возле 18-этажного здания, где тебя могут постоянно с бинокля рассматривать, ну это край безрассудства. Капитан, как так вышло, что двое самых богатых людей в мире родом из Сиэтла? They are from Seattle. Как они стали миллиардерами? Я не знаю. Они начинали где-то в гараже в Сиэтле и развивались, пока не стали миллиардерами. Может, есть какой-то секрет? Может, в Сиэтле рождаются только гении? By the way, Кстати, а это Rolex? Ну да. я просто спросил, реально, я просто Rolex. Понимаете, теперь получается, что все люди в Сиэтле, на самом деле, они просто богатые. Вот и все. Вот теперь я нашел, вот видите, вот так вот пробросом нашел ответ на этот главный вопрос. Я правда спросил по поводу Rolex, думаю, ну спрошу Rolex, а правда оказался Rolex. Спрятать свои. Слышите? А вот и он. Начался дождь. В этом городе его чувствуешь по-особенному. Создается настроение романтики, тепла и, я бы даже сказала, домашнего уюта. Для местных дождь – это неплохая погода. Это особенное настроение. Вот еще странность. Они не закрывают себя зонтами. Кажется, что жители Сиэтла водонепроницаемые. Они как утки, с которых скатывается вода. Тут говорят, если ты приехал в Сиэтл и пошел дождь, значит город с тобой познакомился. А вот, друзья, и самый знаменитый вид на Сиэтл. И несмотря на то, что сейчас дождь, ветер и супер холодно, этот момент все равно такой волшебный. И я хочу им насладиться. Вау! Ну все, насладилась, кажется. Знаете, я, пожалуй, даже подниму бокальчик за такой город. Cheers! За тебя, Сиэтл. Вечерочек добрый. Привет. It's Nine. Что вы делаете? Мы лишь играем в Settlers of Catan. Смотри, у тебя здесь очень куча ресурсов. Ага. Земля, поля, луга и что такое. Каждый раз, когда мы кидаем кости, ты смотришь, находится ли твой дом или здание или дорога на этих ресурсах. Если у тебя там здание либо город, то ты берешь
карты этих ресурсов. Потом ты их соотносишь с тем, сколько тебе надо, чтобы построить дорогу, маленький городок и большой город. Либо карту Джокера. Классно. То есть все очень просто. Мне кажется, тебе будет Я, интересно. наверное, пойду почитаю как раз там книжку про Гарри Поттера. Ты сказала, что она очень интересная. Давай. Спасибо. Пока. Хорошего вечера, ребят. Пока. Надо скорее ложиться спать, пока они не заставили меня сортировать мусор. Все. Споки-ноки, чмоки в щеки. Ой, самое худшее утром — это увидеть заспанную, помятую, опухшую морду, а потом понять, что она твоя. Доброе утро, водопадик. Доброе утро, яишенка. Одна из главных достопримечательностей Сиэтла – не памятник и не скульптура, а вот это кафе. Вроде с виду обычная забегаловка, но это была любимая забегаловка Курта Кобейна. Она работает круглосуточно, без перерыва, уже 73 года. Каждый житель Сиэтла хоть раз ел в этом кафе, поэтому я не могу обойти его стороной. Славится кафе Бет своим омлетом из 12 яиц. Я заказала с грибами, сыром и ветчиной. Она такая огромная, мне кажется, если ее расстелить, то получится неплохое покрывало или простыночка. Кроме омлета приносят еще 3 двойных тоста с маслом и картошку хэш-браун. Стоит такое удовольствие недешево – $20. Сразу скажу, что все это, конечно, я не съем за один раз. Ну, максимум 1/2 часть. Все остальное я заберу с собой, и это прекрасно, потому что мне еще целый день тут носиться по Сиэтлу. Это особенность всех американских забегаловок и кафе. Просто невероятных размеров порции. Чтобы вы понимали, мой первый кусочек размером с полноценный завтрак обычного человека по утрам. Вкусно. Такими омлетами завтракает пол Сиэтла. За год в кафе Бет съедают 450 тысяч яиц. Я говорю, еще чуть-чуть, и я скоро начну кукарекать. Слишком много яиц на одну женщину. Я забираю все с собой. Фу. В Америке вполне нормально забирать то, что ты не доел. Тебе бесплатно дают посуду и не смотрят на тебя, как на жлобяру. Все до крошечки забрать. Только посмотрите, 2 огромнейших, полностью наполненные едой боксы. Мне этого хватит просто на весь день. Да, с голода я точно не помру. Слушайте, ну на самом деле завтрак, ну как завтрак, ну честно, вот как у меня у бабушки на даче. Но единственное отличие то, что у моей бабушки у нее нет водопада. Но вся фишка этого завтрака в десерте, который называется райский мед. Вы готовы попробовать мед прямиком из рая? Этот мед из ульев, которые стоят у нас на территории с 1916 года. Мед нужно не просто класть на бисквит, а повторять водопад. О, попадет, не попадет, попало, вау, снайпер. Очень красивая традиция с этим медом. А? Каков? Так, ну надо попробовать этот мед. Это чудесное, изысканное блюдо, которое только что мне здесь вот тут нашаманили. Посмотрите. Мне не хотелось бы сейчас никого обижать, но, по-моему, это сладкая булочка с медом. И ничего больше. Знаете, мне кажется, что вот такой десерт, изысканный, дорогой, роскошный, со столетней историей, может приготовить абсолютно любой человек просто дома, имея сладкую булочку и мед.
Сиэтл продолжает удивлять. Козлиная йога! Друзья, не обращайте внимания на то, что я так веселюсь и танцую, пою. Просто наконец-то я добралась до места, где меня ждет самая необычная йога на планете. And let your forehead rest down on Inhale, move it up. And then open your mouth, H-A-M-T. And then hold your breath. And now open your mouth. Козлиная йога появилась случайно. Однажды народ собрался заняться йогой на ранчо, и вдруг к ним пришли козы. Оказалось, что в такой компании заниматься веселее и лучше расслабляет. Exhale, elbow to your knee. Round and curl. Я не до конца понимаю, что здесь происходит, но, по-моему, это круто. And change. Prasana. Moving to your heel. Козлиная йога – это, по сути, обычная йога, только пока ты пытаешься открыть чакры, у тебя перед носом трутся пушистые козочки. And exhale. Интересная йога, конечно. Inhale. High plank or hand. Я извиняюсь, я тут йогой хочу позаниматься немножко. Exhale, downward facing. Вы не могли бы подвинуться? Nice warm up. Сфоткай меня с моей подружкой. Йога с козочками. Вообще шик, шик. Будь здоров. Иногда козы оказывают дополнительные услуги. Делают тебе массаж. Причем они такие добрые, они прям, то есть очень близко контактируют с людьми, не боятся, подходят, ласкаются. Такие вообще крошки. Такой милый. О, так мило! После занятия с этими попрыгунчиками можно поиграться и вдоволь их натискаться. Я тебя не... Такой милый. Просто картина маслом. Настюшка и коза. Не, на этой йоге, конечно, есть огромное количество плюсов. Как минимум, единение с природой и, не знаю, с каким-то... Единение со своим телом, с природой, с настроением. Вот, пожалуйста, понимаете, сидишь, вроде ничего не делаешь, и тут резвятся две маленькие козочки и создают тебе какое-то сумасшедшее настроение счастья. Но вот как здесь можно быть злым человеком? Не знаю, не любить эту жизнь. Так же все это прекрасно, так мило. Недалеко от Сиэтла есть таинственный лес Хох. Там деревья похожи на сказочных великанов. Там живут лешие. И говорят, только в этом лесу может произойти настоящее чудо. Ну как не поехать в такое место? Заехать в лес стоит всего $25. Но я уже профи в том, как можно удорожить любое развлечение. Поэтому по старой схеме беру гида за $500. Привет, Томми. Я Энтони. Рад познакомиться. Парень, ты собираешься в этом идти в лес? А что не так с моими белыми сникерсами? Ты их убьешь. Давай я дам тебе нормальную обувь. Вот, держи ботинки.
О, вау. Мох ты мой. Лес Хох очень старый. Посмотри на это дерево. Ему около 1000 лет. Дерево возрастом в 1000 лет и высотой почти 100 метров. 100! Да у нас здание меньше, чем 100 метров. Томми сказал, что по-научному это место называется Тихоокеанский умеренный дождевой лес. Небо выливает на него 4 метра воды в год. Вода здесь везде. Здесь даже воздух, как губка, пропитан водой. Это просто идеальное место для мха, который здесь, ну разве что на оленях не растет. Лес Хох действительно волшебный. И Томми рассказал обо всех его чудесах. Из-за такого количества воды здесь все растет как бешеное. Вот упало старое дерево. И через год уже из него начинают расти новые деревья. Ствол перегнивает, и получается что-то вроде компоста. Старые поваленные деревья никто не убирает. Их оставляют удобрять почву. Получается, что мертвое дерево дало жизнь. Это прям философия целая, инь и янь. Мох удерживает на дереве небольшую цистерну воды. И его фактически можно выжать как губку. Смотрите. Видите, вся рука мокрая. Еще одно чудо. Здесь деревья сами на себя не похожи. Друзья, знаете, какое это дерево? Глядя на него, никогда не догадаешься, что это дерево, которое мы с вами видим регулярно. Это клен. А не скажешь, правда? Дальше иди сам, только в тишине. Наедине с лесом ты сможешь ощутить всю его магию. Спасибо, Томми. Это была невероятная экскурсия. Приходи еще! Мой гид оказался прав. Только когда остаешься наедине с этими мохнатыми живыми великанами, чувствуешь магию этого места. Мне напоминает это Тринити из «Матрицы». Помните, когда она встала в такой вот поз? Посмотрите на это дерево. А вот это Энт из «Властелина колец». Ну, помните деревья, которые хоббитам помогали? И что интересно, каждое дерево, так как оно уникально, оно рождает у тебя в голове какие-то разные ассоциации. Вот то кажется каким-то монстриком, вот это пауком, потому что вот лапки, знаете, паучьи. И каждое дерево, оно действительно ассоциируется с каким-то интересным персонажем. То есть людям с хорошей фантазией здесь будет очень интересно. Только я собрался выходить из этого сказочного места, со мной приключилось главное чудо. Смотрите, смотрите, это же дикие олени. Но они совершенно не боятся людей. А этот, как олененок Бэмби из сказки. Знаете, я совершенно замерз, я мокрый, но у меня на душе какая-то неописуемая детская радость. Мне кажется, мы слишком рано перестаем верить в сказки. Сказки случаются. Друзья, я иду прятать бутылку, а вот вам первый ориентир. Это ресторан.
А вот вам второй ориентир. Это лес. Найти $100 от перезагрузки в Сиэтле будет не так-то просто. Езжайте в Олимпик-парк по трассе 101. Сворачивайте на улицу Калла-Лок возле ресторана Криксайд. Идите влево метров 100 вдоль побережья, а дальше ищите в деревьях. Удачи! Сиэтл — это панк в классе среди отличников. Он ненавидит стереотипы и живет по своим правилам. Вот пакетик в компост, а скобочку в ресайкл. Сиэтл — это не серая мышь, это чудак, который живет в плену своих идей. Но его нельзя трогать, к сожалению. И ему по барабану, что думают о нем окружающие. It's Rolex? Наверное, поэтому здесь так легко и приятно провести уикенд. Ну вот как здесь можно, не знаю, не любить эту жизнь? А лучше задержаться на недельку-другую. Вау! Ну все, насладилась, кажется. Сейчас человек обалдел, искренне. Ну что, ну нельзя было там какие-то фигуры, хотя бы... Сфоткай меня с моей подружкой. А? Каков? Друзья, я никого не призываю есть первые попавшиеся грибы. Я никого. Друзья, не ешьте. О, Антох, давай сюда скорее. Ну, блин, такой зонтом. Да что случилось? Что случилось, Антон? Сиэтл со мной случился. Я просто в восторге. Я влюблена. Солнца нет, тучи, дождь. Но он при этом такой душевный. Потому что дождь ему к лицу. Да. Прям поэт. Слушай, это уникальный вообще вариант, потому что и тебе, и мне понравился Сиэтл. Значит, что мы можем поставить один большой, жирный лайк этому городу. Пятерка, команда. Сашик. Ну что, друзья, приезжайте в Сиэтл, а мы тем временем полетели перезагружать Следующий город! Ой, как мы с тобой сработались. Ну, Настя, да убери свой розовый зон. Ну серьезно, он даже не попадает в колористику вот нашу. Смотри, какой розовый. Давай, бери меня и... Чего ты там Зачем ты не хочешь, чтобы ты смотрел? Че, что это ты хочешь какими делишками позаниматься? Какими делишками? Ну, друзья. Ну, в шарады, в города поиграть. Давай сюда, Да налево. куда? Да вот к пихте. Ты скользишь. Вставай. Все, блин. Ну сюда, Евлей, ну подожди. Настя, ну ладно, что ты обижаешься? Настюха. Ты классно скользила.